«Славься, Родина обильная». С этой новой песни Исаака Дунаевского в 1939 году была торжественно открыта Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, известная сегодня как ВДНХ. Страна воспевала собственные достижения, еще не зная, что всего через несколько лет выставка будет закрыта, экспонаты эвакуированы, а павильоны станут укрытиями от фашистских бомб. Расскажем о судьбе главной выставки страны в этом выпуске, и не забывайте, что это видео в формате 360 градусов, и вы можете крутить экран в любую сторону. В середине 30-х годов у советского руководства возникла идея организовать в Москве сельскохозяйственную выставку. Она должна была продемонстрировать народу, что трудные времена позади, и благодаря проведенной коллективизации удалось создать мощный агропромышленный комплекс. Современная техника, лучшие породы сельскохозяйственных животных, продовольствие – все это было представлено в павильонах выставки, открывшейся 1 августа 1939 года. Центральное место было отведено 25-метровой железобетонной статуей Сталина, на месте которой в наши дни находится макет ракеты «Восток». Планировалось сделать больше, но началась война. Выставка была закрыта, ее сотрудники ушли на фронт, ценные экспонаты вывезены или проданы, в павильонах разместились склады и казармы, и даже школа разведчиков. Территория подвергалась бомбежкам, статуя Сталина была иссечена осколками, но не рухнула. Враг стоял у порога, однако переступить через него не смог. Страна выстояла, фашисты были разбиты, и началась новая мирная жизнь. Уже в 1948 году Совет министров СССР постановил возобновить работу выставки, проведя ее полную реконструкцию. В короткий срок была проделана огромная работа. Построены новые монументальные павильоны в стиле сталинского ампира, появились представительства всех республик, усилена промышленная составляющая в экспозициях. Поврежденную статую Сталина предложили заменить на новую, еще большего размера, и переместить ближе к входу. Но сам вождь отказался от этой идеи, и на месте предполагаемого монумента был построен величественный фонтан «Дружба народов», символизирующий 16 союзных республик. С приходом к власти Хрущева начался новый этап жизни выставки. Она снова претерпела существенные изменения. Были демонтированы изображения Сталина, упразднены многие республиканские павильоны, а больше внимания уделено промышленным и научным достижениям. В новых павильонах располагались, как бы сейчас сказали, интерактивные макеты атомных станций, космических спутников и других достижений советской страны. Выставка пользовалась огромной популярностью, и ее посещение в Москве считалось таким же обязательным, как и посещение Красной площади. Это был золотой век выставки, и казалось, так будет всегда. Но началась перестройка. Внезапно гордиться своими достижениями стало стыдно. Советскую историю начали прятать, учреждения культуры переходили на самообеспечение, и территория выставки превратилась в грязный базар с шашлыками и ларьками. Экспонаты были разворованы, распилены на металлолом. Само выражение достижения народного хозяйства вызывало только смех. Страна переживала болезненный переход на новый уклад, и в нем не было места для былых побед. Более-менее стабилизировавшись в нулевые, выставка, тем не менее, пребывала в плачевном состоянии вплоть до 2014 года. Только после передачи ее в собственность правительства Москвы здесь начали наводить порядок. Снесли более 300 незаконных строений, вывезли 10 тысяч тонн мусора и начали капитальную реконструкцию. Ремонтные работы в некоторых павильонах продолжаются и сейчас. Но летом 2019 года ВДНХ была открыта для посещений в обновленном виде. Ухоженная,
С отреставрированными фонтанами, музеями, интерактивными экспозициями она снова принимает миллионы посетителей и радует глаза. Сегодня, прогуливаясь по ее ухоженным улицам, вдыхая ароматы цветочных аллей, хочется пожелать выставке только одного: чтобы никогда больше она не знала ни вражеских бомб, ни разрушительного самобичевания, ни коварного предательства. На полях твоих веселых крепких